Всем с добрым утром! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Юлиана, и я худею с 90 килограмм в реальном времени. Если вы еще не подписались, то обязательно подписывайтесь на меня. Также подписывайтесь на меня в телеграм-канале, там я иногда выкладываю свои тарелочки. Также делюсь разными новостями, поэтому переходите по ссылке в описании. Сегодня я встала где-то в 7 утра, попила, естественно, водички. И получается, прошел где-то час, и я очень захотела кушать. Поэтому будем завтракать. Вчера я купила авокадо. Обычно я покупаю авокадо магнитовское, простое. На этот раз купила Хас. Вот, попробуем его. Также, как видите, у меня волосы сырые. Я еще сходила, помыла голову, потому что сегодня мне идти на собеседование. Вот такой вот у меня потрясающий завтрак получается. Здесь одно яйцо. К сожалению, желток растекся. Я его продрявила нечаянно. Получается здесь 2 кусочка хлеба. Я их подсушила. Авокадо получается Хас. И одно яйцо жареное. И здесь у нас чай с медом. Вот, приятного мне аппетита. Очень вкусно. Авокадо, в принципе, не отличается от того авокадо, который я до этого ела. Точно такой же. Вот такой вот у меня обед. Здесь у нас киви, милка, макароны с куриным филе и чай. Сейчас я буду краситься. В 15:30, получается, мне уже надо быть на Попова. Сейчас я буду красить брови. В общем, я сходила на собеседование, и завтра у меня начинается стажировка. Вот, а сейчас иду в ТЦ Экспонада. Там чуть дальше прикольные качели есть, батут детский. И зимой здесь елка стоит. Кстати, здесь ни разу не была. Вот, только-только открыли недавно. Поэтому погуляем, посмотрим, что там есть. Может, какие-нибудь новые магазины есть. Здесь золотое яблоко есть. Но оно, наверное, небольшое. Просто в Челябинске намного больше золотое яблоко. Мармеладный монстр. Вау, как классно. Такая красота. Вот, смотрите, морковка есть. Бобы. Прикольно. Вот я хотела в этот магазин сходить. Тоже в Москве его только видела. Смотрите, какая классная анимешная футболка. И вот сакура. Это мой ужин. Здесь чай с медом и с молоком. Также я налила себе йогурт черничный. И тут у нас вкусняшки. Хлебцы и 2 вот такие вот конфетки вафельные. Вот, приятного мне аппетита.
В общем, я не доела, одну конфетку не буду есть, и йогурт тоже немножко выпила, но тоже не буду допивать, на завтра оставлю. В общем, я сходила на собеседование, потерялась, потому что не могла найти, где они находятся. И потом нашла Wi-Fi, у меня не было интернета. Как раз мне надо было вчера заплатить, я не заплатила. И я подключилась к Wi-Fi, она мне расписала полностью. Она поняла, что я, опоздала и как бы потерялась, видимо. И она мне точно расписала, как до них добраться. Еле как я их нашла. У них нормальный такой большой офис. Я зашла, девушка сказала, посидите на диване немножко. Она заканчивала с другой, получается, девушкой собеседование. Потом позвала меня, мы сели, я заполнила анкету. Немножко так обменялись словами во время анкеты. Пару вопросиков спросила таких про меня и ничего больше. В основном она рассказывала про работу в Озоне, что требуется, какие там штрафы возможны, если ты там опоздаешь, 500 рублей, если куришь рядом с дверью, будет 500 рублей штраф. Как-то, если ты будешь в телефоне сидеть и не работать, тоже будет штраф 500 рублей. Там в телефоне можно сидеть и заниматься какими-то своими делами, но только если ты полностью закончишь работу, и если людей не будет, там, да, на складе все нормально. В общем, тогда можно сидеть в телефоне. Ничего в этом такого нет. При собеседовании у той девочки я слышала, что она ей сказала, либо мы вам позвоним, и вы пойдете на стажировку, либо мы вам не позвоним. То есть она анкеты отправит завтра, все абсолютно анкеты, которые у нее есть, и в течение недели они будут отбирать, получается, вот на стажировку работников. Я понимала, что она мне то же самое скажет, вот. И когда пришел тот момент, когда она сказала, типа, вот, в течение там 2-3 дня, максимум неделю, вы узнаете, вам либо позвонят, либо не позвонят. Я ей такая говорю. Можно как-то узнать побыстрее. Я ей сказала, что я еще ходила на собеседование вчера в Озон. Тоже так же. И они сказали, что возьмут меня на следующий же день. То есть уже на стажировку. Она сразу немножко разволновалась. Начала еще разок меня все расспрашивать, какой мне нужен адрес, точный прям, где я хочу стажироваться. И спросила про адрес того Озона. В общем, она все у меня спросила. Она говорит, за стажировку оплачивают, я сказала, он мне вообще ничего не сказал про стажировку. А у них оплачивают, то есть 200 рублей за стажировку с 9 до 3. Стажировка длится 2 дня, то есть утром и потом еще на следующий день вечером. В общем, я ей все сказала, что мне нужен ответ прямо сейчас же, возьмете вы меня или нет. И она сказала, все, тогда давайте завтра выходите на стажировку. То есть, вот, завтра я иду на стажировку, то есть не через неделю я не буду ждать звонка никакого. Это все из-за того, что я ей сказала, что я вчера была вот на собеседовании. Она сказала мне завтра позвонить после 3, как закончится моя стажировка первая. И рассказать, как все прошло, понравилось ли мне это все, и буду ли я продолжать работать дальше, стажироваться. То есть бывает такое, что ты стажируешься, и ты понимаешь, что это не то. Вот поэтому надо ей завтра позвонить и поговорить с ней. Хочу ли я дальше стажироваться или нет. Я что-то проголодалась, сделала себе 2 бутерброда с майонезом, с сыром, с колбаской и кофе с молоком. Вот, приятного мне аппетита. И сейчас я лягу спать. Завтра рано мне вставать. В общем, я сходила на стажировку, посидела я там 2 часа и решила отказаться от этой работы. То есть я позвонила в офис и сказала, что эта работа мне не подходит. Поэтому я ухожу домой. Она сказала, ладно, все, окей. Работа мне вообще не понравилась. Я думала, что это очень простая работа. Думала, вот, буду принимать заказы, буду отдавать людям, там и делать возвраты. В общем-то, ничего сложного-то и нет, да? А как оказалось, на самом деле, там геморроя просто вот выше крыши. Очень много работы надо делать в плане документации. Там надо все расписывать, подписывать, распечатывать. Возвраты еще тяжелее делать. Не дай бог ты там неправильно все сделаешь, тебя нахер уволят, либо оштрафуют тебя. И вот это вот все меня вообще очень сильно огорчило. Также тебе надо за вот эти вот деньги, естественно, поддерживать чистоту Озона, то есть мыть абсолютно все, делать влажную уборку.
Вот. И за такую зарплату, извините меня, столько геморроя, ну, я считаю, что это не очень. Мне, конечно, немножко грустно, что я все-таки отказалась от этой работы. Я просто понимаю, что я не справлюсь и что я буду недовольна этой работой. Я прекрасно себя знаю. Я рано или поздно все равно уйду с этой работы. Максимум продержусь там, не знаю, неделю, месяц. И самое такое херовое, то, что мне не понравилось, возможно, я бы осталась бы. Но стажировка длится всего 2 дня. То есть это с 9 до 4, и на второй день с 4 до 9. Все. Больше стажировки нет. Вот это вся и есть стажировка. И что вот за эти 2 дня можно там вот вообще изучить? И сразу же ты выходишь на смену, и сразу же... То есть там никого рядом не будет, кто тебе поможет, только звонить, если... А как? Если позвонить, там ни хера тебе ничего не объяснят толком. В общем, наставника у тебя ни хера не будет никого. То есть, если у тебя будет какая-то проблема, решай сама. У тебя есть подсказки, по которым надо следовать. Все, читай, сиди, сама и изучай. Мне такое вообще не нравится. То есть за 2 дня вот это вот все изучить, ну это вообще пипец. Ладно, окей, тебя поставят на смену, и ты будешь делать постоянно ошибки, тебя будут постоянно штрафовать. Ну как-то не хочется, знаешь. А тут, блин, 2 дня стажируешься, какой тут на работу? Я с ума сойду. Это такой стресс. Также мне не понравилось, что там рядом Вайлдберрис. Там сидит вообще другая девушка. О боже, она такая противная. Она вообще какая-то вот такая вот. Я сразу поняла, что с ней лучше не связываться. Потому что если с ней связаться, то будет драка. Вот. В общем, я спросила, как у вас тут с уборкой, кто как моет полы. Ну, типа, какое у вас вообще расписание, кто здесь вообще что делает. Вот. Она мне что-то там рассказывает про полы. И та девка из Вайлдберрис такая крикнула, типа, скажи, что двери тоже надо мыть, я одна мою. И та такая, ага, ну. Я такая, капец, думаю, зачем вот так вот орать и так грубо разговаривать? Я вообще таких людей не понимаю. Ну, типа, спокойно скажи, зачем вот орать, как долбанутая? С таким недовольным голосом, лицом, ходит вся такая. Короче, вообще неприятный человек. Даже рядом находиться с таким человеком вообще неприятно. Она даже не поздоровалась. Она когда пришла, она меня увидела, я такая, привет. Она такая, привет, типа. Вообще. Мне такие люди вообще не нравятся. Мне еще не понравилось то, что, получается, кому я пришла на стажировку, ей это, естественно, все ничего не отплачивается, и она никогда не стажировала, типа, людей. То есть я у нее первая была. И знаете, как я себя чувствовала в этот момент? Я ей говорю, ты хоть кого-нибудь стажировала? Она такая, типа, нет. Никакого опыта стажировки вообще у человека нет. Ну, она мне, конечно, много чего объяснила, потому что я ее спрашивала, вот, но все равно это не то. Я понимаю, что это я у нее первый стажер, вот, и ей тяжело как-то все до меня донести, всю эту информацию, которую она знает, вот. И у меня просто сложилось за 2 часа просто каша, реально каша. В общем, вот такие вот дела. Сейчас я обедаю, получается. Сейчас я вам покажу, что я ем. Здесь у меня макароны, филе под сыром и под майонезом со специями. Просто запекла вчера. Кофе с молоком без сахара. Хлебцы 2 штучки карамельные. И бутерброд вот с сыром и с колбаской. Сейчас я начну смотреть «Черная любовь», турецкий сериал. Мама сказала, что этот сериал намного лучше, чем «Постучись в мою дверь». Поэтому будем смотреть.